В глубине зимы, когда мороз царит в Росе, особенно в его северных районах, люди облачаются в теплые пальто и шерстяные шарфы, предпочитая не покидать уют дома без крайней необходимости. Вопреки стуже, каждому из нас приходится все же переступить порог своего жилища ради работы или повседневных закупок. При этом, стремясь поскорее укрыться в тепле пункта назначения, окружающий мир остается за пределами нашего внимания. В подобной безжалостной реальности обнаружил себя беспризорный пес по имени Рокки, имя которого никому не было известно и, казалось, никого не интересовало. Судьба преподнесла ему суровый удар, попав под колеса поезда в месте, где люди часто спешат через железнодорожные пути. Рокки оказался в беде. В толпе, казалось бы, должен был найтись кто-то, кто протянет помощь раненому существу. Но многие просто шли мимо, спуская взгляд, чтобы не видеть бедствующего пса. Люди, вероятно, подумали, что ему уже не помочь. 5 долгих дней Рокки пролежал на морозе, не в силах даже шевельнуться, истязаемый невыносимыми болями. Изначально пес пытался звать на помощь своими жалобными воплями, но со временем он уже не мог даже слабо выть, силы и надежда покинули израненное животное. Все указывало на то, что его часы сочтены. Однако, оказывается, в мире еще остались неравнодушные люди. На 6-й день, казалось, судьба принесла Рокки избавление. Когда его заметила женщина по имени Оксана. Приблизившись к псу, она не могла сдержать ужаса от увиденного, столь удручающей была картина перед ее глазами. Пес уже не мог поднять головы от истощения, мороза и равнодушия окружающих. Его взгляд, полный боли и отчаяния, встретился с взглядом Оксаны. Эта женщина осознала, что не может оставить без помощи страдающее животное. С решимостью она взяла исхудалого пса на руки и, забросив все свои дела, понесла его в ближайший ветеринарный центр. К счастью, это был не тот случай, когда медицинские работники безразлично предлагают усыпить животное, как будто забывая о его борьбе за жизнь. В клинике ветеринары посоветовали Оксане не идти на траты и усилия, предлагая усыпление как единственный выход из-за тяжести травм, перелом позвоночника, обморожение лап после длительного пребывания на холоде, а также сильное истощение и обезвоживание пса. Однако Оксана, оказавшись лицом к лицу с таким решением, не смогла согласиться на усыпление. Она настояла на лечении Рокки, готовая взять на себя все расходы и заботу о восстановлении заброшенного пса. Ее настойчивость и желание помочь стали светом в конце туннеля для Рокки, который так отчаянно нуждался в спасении. Совместные усилия Оксаны и ветеринаров дали начало долгому процессу реабилитации, который, вопреки всему, обещал шанс на новую жизнь для одного маленького, но невероятно стойкого существа. Медицинский персонал, с нескрываемым сомнением в голосе, принялся за процесс восстановления жизненных функций Рокки. Ожидались обширные хирургические вмешательства, финансовая нагрузка от которых легла на плечи Оксаны. Процедуры оказались успешными, и последовало затяжной период возвращения к нормальной жизни, в котором оба, и храбрый Рокки, и не менее стойкая Оксана, одержали верх. Сумел не просто остаться в живых, но и восстановить утраченные силы. Повреждения позвоночника, конечно, не поддались полной коррекции, но в остальном Рокки обрел здоровье. После выписки из клиники Оксана взяла исцеленную собаку к себе. Это стало для Рокки вторым рождением, полным любви и ухода за ним домом. Но Оксана осознавала, что, хотя Рокки и выжил, его жизнь никогда не будет прежней. Благодаря поддержке общественности, ей удалось обзавестись специальной инвалидной коляской для собаки. В настоящее время Рокки– это жизнерадостная и счастливая собака, которая глубоко привязана к своей спасительнице. Преодолев свою беду, он сохранил веру в людей и радушно встречает каждого, встреченного на своем пути. Мы можем лишь выразить благодарность Оксане за ее бескорыстие и храбрость. Далеко не каждый осмелился бы спасти и ухаживать за раненым животным, а тем более взять его на воспитание. А как насчет вас? Были ли у вас случаи, когда вы оказывали помощь травмированным животным? Поделитесь своими историями в комментариях ниже. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы и дальше будем радовать вас невероятными историями о животных.